Вы только посмотрите на этот панический танец. Сотни, тысячи живых существ бьются в конвульсиях прямо сейчас на ваших глазах. Что это? Мгновенная смерть или просто временный шок? Сегодня мы проведем эксперимент, который вы так долго просили в комментариях. Всем привет, я Виктор, и вы на канале Под микроскопом. Сегодня наш гость – легендарный Мирамистин. Посмотрим, сможет ли медицинский антисептик справиться с армией прожорливых нематод. Прежде чем мы угостим их, давайте познакомимся с нашими героями. Это не просто черви, это целая цивилизация. Я их специально разводил для этого видео, чтобы плотность была запредельной. Смотрите, они буквально путаются друг в друге. Выглядит как логово змей в миниатюре. Красота же, правда? Тут у нас полный набор, от совсем маленьких до огромных особей. Обратите внимание на вот этих. Видите внутри светлые точки? Это яйца. Если мы их сейчас не остановим, завтра их станет в 10 раз больше. Как думаете, у Мирамистина есть шансы против такой брони? Пишите прямо сейчас в комментариях свои прогнозы, сдохнут или выживут. Ну что, поехали. Добавляем всего одну маленькую каплю. И смотрите. Секунда и началось. Видите, как они резко задергались? Это не просто движение, это паника. Нематоды почувствовали химию всей своей кожей. Глаз у них нет, но они всем телом чувствуют. Почему они так дико извиваются? Сейчас объясню простыми словами. Представьте, что вас голышом выкинули в ледяной сугроб, да еще и облили чем-то щиплющим. Химический шок в чистом виде. Они пытаются уплыть, но не могут. Химия как будто ломает им мышцы. Начинаются судороги. Отсюда и эти странные резиновые танцы. Кажется, победа близка, да? Кстати, пока они там танцуют, не забудьте поставить лайк этому видео. Ваши лайки – это лучшее топливо для моего микроскопа. И подпишитесь, если еще не с нами. У нас тут еще много чего интересного будет. Так вот, пока я наблюдаю за этой картиной, я вспоминаю наш опыт с хлоркой. Кто не видел, посмотрите обязательно. Там все было жестко и быстро. А тут вроде и дергаются, но что-то не так. Слишком активно для умирающих, вам не кажется? А теперь, внимание, прошло 3 часа. Наши нематоды принимали ванну из Мирамистина все это время. И что мы видим? Они живы, здоровы. Судороги прошли, паника утихла, и они просто продолжают свою обычную жизнь. Полный провал антисептика. Давайте разберемся, почему так вышло. Почему хлорка их уничтожила, а Мирамистин нет. Все просто. Мирамистин – это умное мыло для бактерий. Он умеет разрушать только тонкие стенки микроба. А нематода – это уже серьезный зверь. У нее есть мощная шкура, кутикула. Для нее Мирамистин – это как для нас с вами шампунь. Неприятно, если в глаз попадет, но не смертельно. Вывод. Мирамистин против нематод бесполезен. Это отличный антисептик для человека, но червям он нипочем. Но я не сдамся. В следующем видео я покажу вам, как Мирамистин разделывается с бактериями. Там бой будет поинтереснее. Для этого мне нужно развести их еще больше, так что ждите. Спасибо, что досмотрели до конца. С вами был Виктор и канал Под микроскопом. Не болейте и мойте руки. Хотя, как мы сегодня выяснили, червям это не помеха. До встречи в четверг. Пока-пока.